Их разбудил их кот. Кот странно мяукал и шипел, а свет не включался. Мужчина спросил: «Кто здесь?». Но вместо ответа со стола полетела посуда и раздался громкий рев. Но Эми ничего не показывает. Хотя в этом приборе я уже не уверен. Пишет из потустороннего мира. Вы можете ответить мне? Вы можете ответить мне? Вы можете ответить мне? Ты это делаешь? Я забыл взять тепловизор. Мы слишком часто спрашиваем себя. А вдруг не мое? А вдруг мы слишком разные? А вдруг не устроится? А вдруг я уже не тот? А вдруг так вся жизнь пройдет? Бесконечных а вдруг? Нет, Ой, хорошая телевизор. история начинается так. Скажи мне, ты заблудился? Или специально пришел в этот дом? Скажи мне, возможно, тебя кто-то наслал, проклял на этот дом. Аш, ща, ща. Я не понимаю тебя. Не понимаю, что ты хочешь мне сказать.
Па. Па. По. Ты хочешь мне сказать, что понимаешь меня? Или по полтергейст? Полтергейст? Я левым зрением снова опять что-то, словно что-то увидел. Все-таки нужно взять телевизор. Тут есть то? Окей. Что ты хотел сказать движением этой двери? Ка. 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 Пе. Это бред. Пе. Топа. Топа. На тот момент мне казалось, что это полтергейст, шумный дух. Все указывало на это. Спиритбокс улавливал непонятные, несвязанные слоги. Плюс были неосмысленные движения предметов. Двери, дверцы тумбочек просто двигались непонятно зачем. В этих движениях не было никакого смысла. Обычно так себя ведет шумный дух. И его сила усиливалась. Он уже начал кидать предметы в меня. Поэтому я решил провести заклинание, обряд по изгнанию полтергейста, так как у меня было такое заклинание. Но я не учел того, что все это время на тепловизоре и на камерах фиксировался призрак старой женщины. Но только теперь я понимаю, что это не просто призрак, а призрак злой ведьмы.
Теперь прибор ничего не фиксирует. Друзья, по окончанию заклинания выключился весь свет. Был какой-то щелчок, и я думаю, что выбило пробки. Но это может означать, что и заклинание выполнено успешно. То есть был скачок энергии. Скачок энергии, когда, если можно так сказать, зло забрали обратно в ад. Там находится счетчик. Да, все подтвердилось. Видимо, все так и было. В момент изгнания было много шумов. Это был 100% полтергейст, потому что разбросана посуда обычно. Это поведение полтергейста. Сейчас от его энергии не осталось и следа. Друзья, я думаю, что все закончено, но, конечно, я пробуду эту ночь до конца, и если все хорошо, то еще пробуду 2 суток в этом доме, чтобы точно убедиться, что здесь все ушло. Да, так приблизительно я смогу захватить как можно больше пространства, потому что мне остается только следить за домом и, в принципе, ничего более.
Если в этом доме есть кто-нибудь, вы можете ответить мне? Все, друзья, вроде хорошо, но меня не покидает чувство какого-то беспокойства. Возможно, просто устал за сегодняшний день. Это все, конечно, очень сильно выматывает. Если в этом доме кто-нибудь есть, вы можете ответить мне? Фу, всего лишь сон. Мне просто приснился кошмар сейчас. Да нет, тут ничего нет, это всего лишь сон. Пойду проветрюсь на улице немного, приду в себя.
все еще здесь. Все это я сделал специально. Перед уходом я включил Эми и перезапустил камеру, чтобы мне было проще искать. И я не ошибся. Эта ведьма прошла мимо моего прибора в момент моего ухода. Кто ты? Назовись. Я приказываю назвать тебе свое имя. Алувер. Каншей. Педжеси. Инпискшу. Марисот. Педжеси. Марисот. Педжеси. Щелки. Алувер. За слова такие. Рум. Педжеси. Каншей. Плохо становится. Педжеси. Похоже на какое-то заклинание. Я не знаю, как мог бы этот шепот повлиять на вас, передается ли он через видео. В любом случае я решил его заменить. Вместо этого я вставил другой шепот. Макс сказал, что этот шепот — это заклинание, и хорошо, что я встал в защитный круг. Это заклинание могло быть на что угодно ужасное. Также мне сказали, что это сильный дух черной ведьмы. И при изгнании такой ведьмы надо быть очень аккуратным. Она может наслать сильное проклятие. А взялась она тут, скорее всего, из-за того, что этой осенью в этой деревне сгорел заброшенный дом. Скорее всего, у духа не стало дома, и она поселилась в этом доме, где зимой никто не жил. Ну, как говорят, никто и подумать не мог, что в том доме, в том заброшенном доме, который сгорел, могла жить колдунья. Скажи мне, ты заблудился? Скажи мне, ты заблудился?